В прошлом видео, которое я выкладывал, содержание безматочных семей, для многих оказалось откровением то, что пчелы не становятся трутовками при длительном отсутствии матки. Ну, кто-то сразу фишку понял, а кто-то не понял, а кто-то даже утверждал, что это невозможно. И если матки в семье долго нет, то пчелы вынуждены будут становиться трутовками, и семья пропадет. Так вот, как человек, который в этом году все попробовал своими руками, я вам сразу утверждаю, что пчелы не трутнеют и трутовками не становятся при длительном отсутствии матки. Но если вы им поможете, потому что если вы все бросите на самотек, то, конечно, они струтнеют. Итак, причина, почему трутнеют пчелы, почему пчелы становятся трутовками. Все дело в том, что когда молодая пчела рождается, она первое свое время жизни, первую половину жизни, делает внутриульевые работы. И также работы по воспитанию расплода. То есть она кормит расплод. Для того, чтобы кормить, у нее выделяется гормональный корм в железах. И этим кормом молоденькая пчелка должна кормить открытый расплод, то есть личинки. Но если пропадает в семье матка, а вместе с маткой пропадает открытый расплод в гнезде, молодая пчела рождается, а кормить ей некому. Нету открытого расплода, нету личинок. И пчела молодая, корм у нее из желез все равно этот гормональный выделяется, она начинает им давиться. То есть она сама начинает его глотать. Она должна его отдать личинке, а личинок нет, потому что нету матки. И проходит некоторое время, пчела такая наедается этого своего же гормонального корма. У нее разбухают яичники, потому что все пчелы самки. И она становится трутовкой, начинает откладывать яйца. Семья трутнеет. Так вот, как обмануть судьбу, чтобы пчелы не стали трутовками. Так как вы знаете, что пчелы запечатывают личинки на 11-й день, то каждые 10 дней я подставляю рамку с открытым расплодом. Даже не с расплодом, а я стараюсь подставить рамку, вернее, свежезасеянным яйцем. Таким образом, в семье, вот я сейчас подставил, несмотря на то, что идет дождь, потому что я 13 дней уже не подставлял, у нас дожди зарядили. Но теперь вынужден, несмотря на то, что идет сверху дождь, ставить эту рамку, потому что иначе семья у меня струтнеет. В семье всегда должен быть открытый расплод, если в семье нет матки. Пока в семье будет открытый расплод и пчеле будет куда сливать, отдавать кому свой гормональный корм, она не будет его глотать, семья трутнеть не будет. Трутовок пчел в семье появляться не будет. Поэтому, если вы займетесь безматочным содержанием семей, вот, решитесь на такой подвиг, я в этом году вынужденно решился на такое дело. Вот нарезал я маточников и дам им на воспитание, на запасных маток, чтобы выращивали запасные матки. Потому что с матками в этом году проблема. Матки уходят на облет и не возвращаются. Если вы решитесь на безматочное содержание семей, то запомните, чтоб семья без матки не струтнела, каждые 10 дней давайте пчелам открытый расплод. Хоть снег, хоть град, но вы должны дать пчелам открытый расплод, чтобы пчелы не ели свой гормональный корм и не становились трутовками. Вот и вся премудрость в этом деле. Вот маточники висят в огромных количествах. Пчелы выводят себе новую матку. Не знаю уже какую по счету. Но не первую и не четвертую.
Кроме того, как известно, когда много расплода и мало корму, то пчелы свой молодняк, своих личинок не докармливает. И тогда пчела рождается маложивущая и плохого качества. В этом же случае в безматочном содержании семьи, так как молодых пчел много, а личинок мало вы им даете, там, я даю приблизительно на каждые 3 рамки пчел 1 рамку открытого расплода. Так как молодых пчел много и корма у них выделяется много, а открытого расплода мало, то пчелы перекармливают этот расплод. Очень много у него корма. И пчелы рождаются в такой семье безматочной очень и очень качественные. Упитанные, жирные и, соответственно, долгоживущие. И за счет того, что пчела живет не 35 дней, как у обычной семьи, а гораздо дольше, семья даже имеет прирост. Вот вы даете им 1-2 рамочки расплода каждые 10 дней, и семья прирастает. Она не убавляется, она не исчезает, она еще прирастает. И пчел становится больше. И такая семья приносит кучу меда. Так что в безматочном содержании семей очень много интересного, неизведанного и поучительного.